Ну здравствуйте, любители качественной анимации и видеоигр. С вами, как всегда, я, Бог Магии ВС. И сегодняшнее видео будет довольно-таки необычным. Ну, как вы уже знаете, на нашем канале набросилось уже больше 100 подписчиков. И я хотел сделать на эту тему какое-нибудь интересное меме, но, к сожалению, так ничего и не нашел. Именно поэтому я решил записать такой разговорный ролик, в котором я на фоне спидпейнта поговорю с вами и, возможно, расскажу много чего интересного. А точнее, расскажу о новостях канала и немного про вселенную Хитина. Да-да, это та самая вселенная, в которой живет ваше любимое божество магии. Кстати, на заднем фоне вы можете видеть спидпейнт того, как я рисую новую шапку канала. Если что, вот так вот выглядит старая шапка, хотя многие из вас могли ее даже не видеть. Ну а как будет выглядеть новая, мы увидим в конце видео. Говоря о новостях канала, хотелось бы упомянуть то видео про реакцию на Сьюг. Серьезно, это было просто что-то вроде шутки, я не ожидал, что оно настолько сильно наберет актива. Это довольно странно, так как эта рубрика была популярна года 2 назад, если не больше. В любом случае, думаю, что я нечаянно возродил ее на ютубе. Да, неловко вышло. Еще я решил менять фон в некоторых видео, чтобы было какое-то разнообразие. Пока что готово только 2, но в будущем я хочу сделать еще несколько. А еще я давно хотел сделать что-то по типу Аска, где я отвечу на ваши вопросы. Знаете что, давайте так и поступим. Пишите свои вопросы под этим видео, и когда их наберется достаточно много, я сделаю на них аск. Ну а если после этого видео у вас появятся вопросы к божествам, то пишите их тоже. И подписывайте заодно, к какому божеству это адресовано. А то, наверное, будет довольно непонятно. В случае, если таких вопросов наберется достаточно много, то я лично позову божеств из пантеона и попрошу их ответить на все ваши вопросы. Ну что ж, раз уж мы затронули тему пантеона, то давайте о нем и поговорим. Итак, всего в пантеоне 9 божеств. Ну, меня вы уже знаете. Я бог магии Вес. Это, если что, сокращенно Via Ivis Sivarum Astur. Еще есть богиня войны Хильда. И она довольно-таки безответственная. Хотя зачастую бывает веселой и даже иногда забавной. Добавок ко всему этому, она мастерски управляется практически с любым видом клинка и просто обожает вино. Следующий это бог знаний Борос. Довольно-таки угрюмый и необщительный. Хотя иногда его все-таки можно увидеть в хорошем настроении. И если вы постараетесь, то можете даже что-нибудь интересное узнать. Бог знаний все-таки. Иногда мне кажется, что он знает настолько много, что его знания даже больше, чем знания высших божеств. Хотя это уже вряд ли. Затем идет богиня крови Сиера. Что ж, про нее мало что могу сказать. Единственное, что у нее довольно странное чувство юмора. Не смешное чувство юмора. Знаете, если она когда-нибудь решит рассказать вам шутку, то лучше вежливо откажитесь. Ну, разумеется, если вы хотите сохранить все свои конечности при себе. А слева от меня находится миленькая козочка Мизель, богиня музыки, если быть точнее. Она очень добрая, хотя и довольно наивная. Хорошо, что за ней частенько присматривает Борос. По крайней мере, так она меньше влезает во всякие неприятности. Следующая идет Талидея. Это богиня природы и покровительница вечных лесов. Собственно, там она и проводит большую часть своего времени. Она на самом деле довольно добрая, но лишь к тем, кто не вредит природе или делает это не по своей воле. Но если у существа, пришедшего в лес, корыстные или злые помыслы, то ему там точно ничего хорошего не светит, особенно при встрече с ней. И последний, но не по значению, идет Скайлор, бог технологий. Уж не знаю как, но он может починить буквально все что угодно, и любая техника ему подвластна.
Про него могу сказать то, что он очень дружелюбный и всегда готов помочь в трудную минуту. Я бы даже сказал, что он ярый гуманист. А еще мне частенько помогает со всякой техникой, когда-то ломается или не работает. Уж извините, но тут я ничего не понимаю. Всякие эти ваши проводочки, микросхемы. Сложно. То ли дело магия. Хотя вот если соединить магию и технологию... Ну, впрочем, это уже совсем другая тема. Ну, видео потихоньку подходит к концу. И я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто на протяжении всего существования канала подписывался и оставлял комментарии. Это невероятно сильно мотивирует меня на создание новых видео и развитие канала. И только благодаря этому вы видите сейчас это видео, которое я перезаписывал целых 4 раза, практически с нуля. Отдельное спасибо хочу сказать всем тем, кто присылал свои арты и скетчи. Я никогда не думал, что однажды смогу получать что-то подобное от своей аудитории, но это действительно очень приятно. А также огромное спасибо подругам Кап, которые не только присылали арты и скетчи, но еще и помогли разобраться с этой сложной и непривычной для меня рубрикой спидпейнтов. Как ты вообще это делаешь? Мало того, что это сложно и неудобно, так еще и страшно из-за того, что у тебя на все про все только одна попытка. И если с ней что-то пойдет не так, то второго шанса уже не будет. А ты в какой программе? Но если после всего того, что произошло, это еще можно назвать программой, то вот в этой. А рисуешь где? Да, вроде в Abyss Paint. Раз ты рисуешь в Abyss Paint, то уже на готовом арте ты должен нажать вот сюда, после чего выбрать тип видеоролика. Там по умолчанию стоит зафиксированное изображение. Но если ты хочешь, чтобы твое видео было такое же, как и мои последние спидпейнты, то выбери настройку с окном. После чего ты выходи из всего этого и нажимай вот сюда. И можешь выбрать «Сохранить фильм». Но только там придется перевернуть телефон горизонтально. Если ты этого не сделаешь, то само видео сохранится вертикально. Это будет как видосик для ТикТока, а не для Ютуба. Подожди-ка, так спидпейнт можно записать в той же самой программе, где я рисую? Ну да. А что, так можно было, что ли? Да, забавно вышло. Ну, в любом случае, ссылка на их канал будет в описании под видео, либо же в закрепленном комментарии. Так что, как решитесь заглянуть, передавайте от меня привет. Ну, да ладно. В любом случае, вот что у нас получилось в итоге. Пишите свое мнение в комментариях по поводу этого. Мне будет интересно почитать. Ну а видео подходит к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Также вы можете поделиться этим видео с друзьями. И, глядишь, новая сотня подписчиков не заставит себя долго ждать. В любом случае, с вами был я, Бог Магии Вес. Всем до новых встреч и всем пока.